В загрузочном экране уровня 3.6 зажимаем Quick Save и делаем Save Glitch. Now I was Переключаемся close. на 30 I didn't. FPS и прыгаем вот на эти перила. Почему 30? Потому что если вы сделаете следующий суперджамп на 20 FPS, велика вероятность того, что Макс упрется башкой в потолок и ему не хватит высоты допрыгнуть. На 30 FPS, в принципе, он башкой не бьется. Name to Делаем guide me. суперджамп, сейвимся, Nicole, the делаем to суперджамп. guide me. Nicole, to guide me. Nicole, Ну, to guide тяжело. me. Я уже Nicole привык Horn. к таймингам на 20-ке. Короче, делаем суперджамп вот сюда. И сейчас будет фейдаут по окончанию катсцены. Во время этого фейдаута можно сделать быстрый кувырок на боковом стрейфе. Постараемся это I had сделать. nothing to lose. Вот так сделали. Так, переключаемся на кольт. Убиваем врага, чтобы он не кидал в нас гранату. По вот этой лестнице можно сделать также суперджамп. Здесь можно как-то немножко фэнси суперджамп сделать. Здесь вот этой вот коллизии нет в поле, да, коллизия пола, ну или коллизия потолка, в зависимости от того, как посмотреть. Но это довольно сложно. Будет проще, если вы просто сделаете суперджамп вверх по лестнице. Дальше бежим вот сюда, сейвимся, прыгаем вот сюда, сейвимся второй раз и делаем суперджамп наверх. Здесь желательно не зевать, потому что в вас могут попасть. Очень круто здесь, если вы умеете делать суперджамп на кнопку лучшего оружия, потому что сделаете его быстрее, меньше вероятность того, что по вам попадут. Здесь проходим мимо врагов, смотря в ту сторону, в которую я сейчас смотрел, потому что это, ну, враги вас не увидят, они не будут по вам стрелять. Входя вот в эти двойные двери, в которые я сейчас войду, мы зажимаем кнопку стрельбы из инграма, то есть стреляем префайром. Вот этих двух врагов убиваем, сейвимся вот здесь. И далее нам нужно перепрыгнуть невидимую стену, которая находится впереди, где находится вот этот вот забор. Собственно, переключаемся на 20 FPS. Так, перепрыгнул. Обязательно приземляемся вот сюда. Здесь довольно сложное место, связанное с тем, что по вам сейчас стреляет снайпер. Поэтому здесь нужно не зевать. Вот. Возможно, даже новичкам не стоит здесь сейвиться, потому что если вы засейвитесь вот в этом месте, где я сейчас стою, и у вас не получится допрыгнуть, то высока вероятность того, что после загрузки по вам будет попадать снайпер, просто загонит вас в дезу. Ну, собственно, вот что и происходит. Вот это падение на самом деле лучше делать на 30 FPS, потому что на 20 у вас может не хватить контроля в воздухе, и нужно обязательно иметь какое-то количество хп, хотя бы половину хп надо иметь. В идеале, если у вас есть хп хотя бы по ноге. Поэтому, по сути, вот это единственное место в Part 3 после завода, где вам нужно хп, потому что парковку мы все проходим в Dodgeable Immortality гличе, 3.5 мы проходим тоже в Dodgeable Immortality гличе. А вот это место, оно такое тонкое, короче говоря. Если вам эта страта кажется довольно сложной, хотя она довольно быстрая, она сейвит, ну, где-то, может, секунд 5-7. Есть альтернативный вариант без суперджампа. Мы переключаемся на любое оружие, с которым можно делать кувырок вперед. Это бита, снайперка, граната, молотов, ну, вы помните. Прыгаем вот на этот вот уголочек скамейки. И на 30 FPS с дожиманием стрейфа в воздухе мы перелетаем через эту невидимую стену. То есть, еще раз, мы делаем фронтальный суперджамп, фронтальный прыжок, не диагональный, и мы дожимаем стрейф в воздухе. Не всегда получается. Я уже отвык его делать. Вот. После того, как вы перелетели невидимую стенку, вы видите, что вы на нее залезли. Для того, чтобы не улететь вот прям вниз, нужно как бы контролировать падение вот на вот это вот место за забором. То есть видите, что запрыгнули на стенку невидимую, зажимаете в падении кнопку назад там, или кнопку влево для того, чтобы не перелететь. Дальше, стоя здесь, есть разные старты. Кто-то допрыгивает вот сюда и делает фронтальный кувырок с битой в руках, обязательно на уголок колонны. В принципе, у меня как-то получалось даже на обычном прыжке это сделать, что немножко быстрее. Вот. Кто-то от лампы делает вот этот кувырок. Лампа сама неосязаемая, кстати, имейте это в виду.
Дело немножко осложняется тем, что в меня стреляют постоянно. То есть вот нам обязательно нужно приземлиться на уголок вот этой колонны. И зажатой кнопкой кувырка и вперед мы делаем второй кувырок. И приземляемся уже вот сюда. Таким образом мы скипаем целый этаж. В принципе, этот кувырок достаточно простой. Вот. Дальше, вне зависимости от того, как мы преодолели этот этаж, переключаемся на Unlim FPS и скользим по лестнице. Дальше переключаемся на сотку, здесь сейвимся и делаем один кувырок, входя вот в этот дверной проем. Для того, чтобы враг с шотганом по нам не попал. Входя вот в эту дверь, вот в эту, зажимаем Quick Save, для того, чтобы сделать сейв глич. После сейв глича я бегу сбитый вот сюда, в этот угол, где лестница. Через долю секунды будет смена ракурса камеры на наемника, который будет крупным планом. Можно в момент смены ракурса камеры, можно за долю секунды до нажать один раз кнопку кувырка, сбитый в руках, для того, чтобы получить Dodgeball Immortality глич. После этого я не отжимаю кнопку вперед. После фразы Shoot to Kill я зажимаю Strafe вправо. Также можно переключиться в катсцене на лучшее оружие, в том случае, если вот этот наемник заблочит вам дорогу. И здесь конец уровня.